I like the response of our team in the third period. I mean, we know last regular season game against Sakhalin, we choked in the third period. And I was happy to see tonight that the guys responded, even though we got a couple against us. No panic. We were able to eventually prevail. Это произошло, в принципе, то же самое, что было в прошлый раз, когда мы играли на Сахалине. Также в третьем периоде нас прижали к стенке, но в этот раз не было никакой паники, и мы своевременно... не было паники, и мы спокойно продолжали игру с надеждой на то, что одержим победу. The one goal on the rush they scored, it was just poor coverage on our part. Allowed them to execute, and then the power play goal as well as we allowed them to set up the play they wanted. That's painful. Ну и для игроков также, вот после того, как в третьем раунде, конечно, получилось так, что прижали к стенке, для игроков тоже было напряжение в овертайме, потому что уже в плей-оффах, как вы знаете, овертайм не 5, а 20 минут, тоже игроки выдохлись, но в конце концов по power goal, то есть по золотому голу, если я не ошибаюсь, выиграла наша команда. Понятно. Вот вы когда выходили в плей-офф, вы попали на Сахалин. Какой из всех команд, которые попали в плей-офф, какая была бы для вас наиболее комфортной? Which team of the playoff, Asian League playoff in this season you think the most? Вы имеете самое благоприятное, с кем играть? Да, удобнее, потому что с Сахалином они тяжело играют. You think easy to play with? Easy to play with? Yes. I never think in those terms. It's always the most dangerous, and right now the most dangerous team is the one we're playing. Ну, я никогда не считал, что в плей-оффе что в плей-оффе есть какие-то команды, с которыми было бы просто играть. Тогда вот вопрос следующий. Господин Фаранюк, он запомнился сахалинским болельщикам как такой задира, да? Но сегодня, даже когда были серьезные такие стычки с игроками Сахалина, он не шел на конфликт и был сегодня такой мальчиком паинькой. С чем это связано? As you know, Mr. Faranuk, the player of the Freeblades team, is kind of cocky, but today he was calm, and even in a dangerous situation, he was calm. What happened to him? Well, Brad's a professional. Brad has played a lot of professional games, and you could see that experience today. He's got to be a leader of our team, and today he showed it. We need that from him every night. Дело в том, что сегодня он вел свою команду, то есть он был капитаном команды, лидером. Поэтому он действовал профессионально, так как у него есть большой опыт в таких играх. На прошлой пресс-конференции вы сказали, что в прошлом сезоне команда хорошо выступила, и вы решили отпустить Бороду. Насколько вообще вот такие, как это сказать, суеверия, они помогают вашей команде? So in last season you said that you starting to grow a beard because your team was good in last season. Yeah. So does it help in this season? Do you think about it? Well, I don't know, but I got to stick with it now. Я не знаю, помогает это или нет, но я, пожалуй, оставлю бороду. С победой вас. Уже второй раз, получается, приезжаете на Сахалин, уже какие-то можно сделать выводы, нравится, здесь не нравится, именно о нашем крае, островном. Что можете сказать? You came in Sakhalin the second time. What do you think about the Sakhalin, not the arena as a place? As a place, unfortunately on these trips, we don't get a lot of time for exploring. So we don't get a good feel for cities. We go from the hockey rink to the hotel, back and forth. So I guess I haven't got to experience it yet. Но, к сожалению, наш опыт посещения Сахалина заключается только в переездах от гостиницы до арены спортивной. Поэтому я не думаю, что смогу ответить на ваш вопрос, у меня просто недостаточно опыта. Вообще возникло желание, может быть, вернуться сюда уже в качестве туриста, со знакомительницей? Maybe do you want to visit Sakhalin as a guest, not like with your team? But yeah, I would certainly like to explore more. Our first trip here was 3 games in 3 nights, so we really didn't have time for anything. And this time, maybe on Monday, a day off, I'll be able to see something. Но в прошлый раз у нас вообще совсем не было времени, мы приехали всего на 3 дня, на 3 игры. Может быть, в этот раз у нас получится взять 1 день выходной, как вы знаете, праздники, и получится посмотреть город.
вот уже не первый раз, когда вы играете с Сахалином, сначала ведете вы, а потом Сахалин, скажем так, запрягает и начинает. В чем секрет вот такой ранней игры? Как вы мотивируете ребят в раздевалке, может быть, до матча? As you know, it's not the first time when the Freeblades team leading the first part of the game. What is the secret of this game? Do you use some kind of speech or motivating factors? Well, you know, we're a fast team. We pride ourselves on being fast and aggressive and using that over and over again. And we had that jump tonight, but we let it slip a little bit. But it certainly is how we want to come out the first of a game, but I would like to see it continue for all 3 periods. Команда Freeblades гордится собой как быстрой и очень агрессивной командой, и также они хотели показать это сегодня, но, к сожалению, произошла небольшая осечка и пропустили 2 шайбы в 3-м периоде. Вот сегодня действительно превосходили по скорости игроки Freeblades игроков Сахалина. Серия все-таки из 5 матчей состоит. Не опасается ли он, что, допустим, начав так рьяно, к концу может просто не хватить противостояния сил игроков Freeblades? Yeah, of course, Freeblades team sportsmen is kind of faster than Russian one. But don't you think that your team sportsmen become tired and couldn't play it in the end of the game? Well, another thing we pride ourselves on with our team is the conditioning of them. You know, we want guys to be able to play at that speed for the entire game, even if it gets pushed into overtime. It's a focus we have all season, and since I've been with the team, and we're fortunate we have a group of guys that buy into that. Вообще мы планируем, мы заранее готовим наших игроков, чтобы они могли всю игру играть на подобной скорости, с подобным рвением. И в нашей игре уже есть несколько спортсменов, которые на это способны. То есть от начала до конца. То есть опасений? Нет. Да, у вас есть какая-то вот уже конкретная цель победить, да, занять первое место, либо, скажем, удовлетворены выходом в плей-офф? Ну и не будет великой трагедии в том, если, допустим, вы не станете победить. When you came to the playoff games, you marked the goal to reach first place, or you're just glad to be in the playoff? Yeah, this year is quite different this season with that extra playoff round between teams 4 and 5. So this year, it was almost more of a benefit for teams to beat 2 and 3 because you know exactly who you're playing. 2's better. I would have liked 2, but we knew we were going to come here and play Sakhalin. I don't think it's a favorable position to be Hala and play a team that's coming in hot after winning a playoff round. Вообще, когда мы попали в плей-оффы, мы подумали, что самая лучшая позиция – это 2 и 3, потому что ты точно знаешь, с кем ты играешь. И я не завидую команде Хала, которая сейчас находится в ожидании и не знает, с кем ей предстоит играть. So in this format, I do kind of believe that second is the best spot. You know you're starting at home, you know exactly who you're playing. И мне кажется, что команда Сахалин тоже находится в очень выгодном положении. Она играет дома и точно знает, с кем будет играть. Right. Certainly play to win every game, but it's a strange format they tried this year. I understand why. It did make the league the most competitive it's been since I've been involved. Ну, я думаю, данная система сделала лигу довольно-таки конкурентоспособной на рынке хоккея.